Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сейчас мы пойдем топить Oppo K12. Это будет третий смартфон подряд от BBK на моем канале. Два из них было утоплено смартфона, притом здесь самая низкая защита от влаги IP54, но заявлено, что можно влажными руками нажимать на смартфон, и это подразумевает, что вы можете, по идее, быть под дождем. В целом, проверим сейчас. Так, ну опытным путем мы выяснили, что BBK сейчас очень не любит делать защиту от влаги, даже если она официально заявлена. Если вы видите вот отсюда пузырьки, так как вы видите сейчас в Oppo K12, значит внутрь корпуса попадает вода. В общем, такое минимальное утопление. До этого все время по минуте я их делал, но сейчас я вижу, что это неразумно. BBK, мне кажется, намеренно делает так, чтобы вы чаще меняли их устройство, будь то Realme, Oppo или Vivo. Даже если у Vivo X100s была защита от влаги, вы помните, IP69K, он у меня все равно утонул, притом безвозвратно. Если GT6 я еще реанимировал, то тот нет. В целом, если нечаянно он у вас попадет под влагу и слегка притопите, будет ли он жить или нет, узнаете в моей личной телеге. Долго его топить точно нельзя, потому что 100% в него стала попадать вода. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Oppo K12. Притом Oppo K11 K11X у меня на руках уже, наверное, больше 4 месяцев, и я никак не могу сделать на них обзора. Почему на этот захотел? Все очень просто. Смотрите, у меня до этого было два смартфона BBK, Vivo X100s, он был утоплен, GT6, он был утоплен, но реанимирован, и этот смартфон, по сути, был бы тоже утоплен, если бы я вовремя его не вытащил. Я не знаю почему, но смартфоны от BBK сейчас перестали делать принципиально защиту от влаги. Наверное, так им выгоднее, они начинают таким образом продавать больше устройств. Напоминаю, что Vivo X100s, по идее, была IP69. Все это не супер популярные темы, Oppo вообще мало кому нужен, но внешне мы видим, что мы внешне видим OnePlus Ace 3V, кто-то видит Nord 4. Насколько этот смартфон такой же, как Nord 4 или Ace 3V? Он очень похож на Ace 3V, я напоминаю, что у нас был обзор на него. Этот смартфон я, к слову, сравню по видеосъемке с Poco X6 Pro. И по фотосъемке сможете исходники посмотреть у меня в личной телеге, чтобы сделать выводы сами. Интересно в этом смартфоне не только 120 Гц экрана, разумеется, это не LTPO, не оптимизированный достаточно процессор, который выдает 800 тысяч баллов, притом он Qualcomm-овский 7 Gen 3, и даже не то, что у него гибридный слот, а довольно интересное решение. Плотность пикселей здесь средняя, почти 400 ppi, и по этой причине он очень-очень-очень хорошо справляется с задачами по автономности. Мы гоняли его на канале для стримов, можете посмотреть, это называется у меня прожарки, несколько часов, и он выдавал очень неплохие результаты. 800 тысяч баллов в Antutu после 3 прогонов он держал, в играх он всегда держал яркость, сбрасывал с 8 сотен люксов только до 7 сотен люксов, при том, чем мы его только не мучили, это очень странно. Да, у него есть в Геншине на 60 FPS, разумеется, какой-то пропуск кадров, но не все так критично. Помимо этого, у него все равно есть IP54, это легкий дождик. И по поводу легкого дождика у него есть возможность нажимать на экран во время того, как экран влажный. Разумеется, повторяю, что топить его точно нельзя. Кольцевая вспышка может снимать в 4К 30 FPS. И стоит ли его брать, стоит ли рассматривать, какие альтернативы у того же BBK, я расскажу вам в конце, разумеется. В телеобзоре вы увидите, что популярно в Азии. Почему? Потому что те, кто бывал в Азии, Таиланд, Тайвань, Япония, с Oppo очень много людей ходят. Почему? Вопрос простой. Ответ намного сложнее. В конце расскажу. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке из плотного картона. Упаковка пришла целая, что даже очень хорошо. На ней есть название модели и краткая характеристика. Упаковка стандартная. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, кабель с USB-A на USB-C, блок питания на 100 Вт и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. То есть так называемый гибридный слот.
Весит смартфон 189 граммов, а габариты следующие: 162 на 75 на 8,5 мм без блока камер. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Еще Poco F6 Pro планирую разыграть. Для участия в розыгрыше Poco X6 Pro необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смартфону. На стриме, к слову, присутствовать не обязательно. В продаже есть зеленая и черная расцветка данной модели. Внешне смартфон выглядит хорошо, но с тыльной части очень напоминает смартфоны от Samsung и даже Meizu. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамки, и да, он, кстати, похож на OnePlus Ace 3V, как две капли воды. Эргономика модели неплохая, смартфон легкий, в руке лежит удобно. В целом, им даже одной рукой пользоваться можно. Собран К12 хорошо, ко всему есть защита по стандарту IP54, на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, ИК-порт, микрофоны и стереодинамики. Звучание неплохое, учитывая стоимость, но функций для персонализации звучания мало, притом перекос на нижний динамик просто космос. Вибромотор хороший, тактильно приятный и лучше, чем, допустим, в Realme GT6, который стоит в 2 раза дороже. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей. Экран прямой, рамки не громадные, что можно сказать и про подбородок. Соотношение сторон 20,1 к 9. Плотность пикселей 394 ppi. Вот такой вот среднячок прям. Цветовой охват 100% DCI-P3+, плюс есть поддержка технологии HDR10+. По заявлению производителя яркость здесь 500 нит, максимум 900 нит и в пике 1100 нит. По моим замерениям, в пике он выдал вообще 1400 люксов прямо на стриме на прожарке. Без стрима прожарки 1300 люксов. Набирает он это дело долго, но главное набирает, а вот частота обновления экрана до 120 Гц не LTPO-шная, то есть либо 60, либо 120. Частота дискретизации касания сенсорного отклика 240 Гц, в играх неплох. Тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране, результат не самый лучший. Но хорошо, что экран поддерживает мультитач, и на 10 касаний он откликается без каких-то проблем. Регулировка шима 2160 Гц, показатели шима в принципе выше 10% не поднимаются, но если вы будете использовать на минимальной яркости это дело, то он показывает выше 40%, и здесь, конечно, глаза вам спасибо не скажут. Технология Always On Display на борту. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, распознаванием лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, промахи случаются редко. Функция распознавания лиц отрабатывает хорошо даже под углом. Можно завести 5 пальцев и одно лицо. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 2,63 ГГц, графический процессор Adreno 720, интерфейс ColorOS 14 на базе Android 14 версии. Русский язык есть, но перевод не на 100% полноценный, оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт. По связи же имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Третий бенд на борту, а вот 7 и 20 нет. Отмечу, что может прилететь блокировка и будете, как и я, ждать возврат средств с платформы, где вы заказывали. Можно его разблокировать, но этим я буду заниматься только после того, как продавец компенсирует мне часть стоимости, потому что я не привык покупать заблокированные устройства. Продавец должен озаботиться перед тем, как отправляет вам что-то, чтобы смарт был разблокирован. Датчик приближения меня не подводил. Bluetooth версии 5.4, список поддерживаемых кодеков вы видите на экране. NFC смартфон, разумеется, поддерживает, можно МРП устанавливать и оплачивать им. GPS-тест показывает точность 3 метра, работает довольно шустро. Емкость аккумулятора 5500 мАч. В PC-марке смартфон выдал 8 часов 49 минут, это прям очень прилично, и в Work Performance в PC-марке 10807 баллов, а вот это вот мало. Если говорить по поводу зарядки, смотрите, заряжается он от 0 до 100% за 34 минуты, иногда даже быстрее. 16% он поедает за час в Diablo, притом скидывает яркость с 8 сотен люксов только до 7 сотен люксов, и это на 60 FPS, прям нереально круто. 22% в час поедает в PUBG New State и 60 FPS в Гене у него есть Genshin Impact, 800 люксов яркость он держит, поедает 21% в час, и все равно тач чуть-чуть западает, если играешь долго, и пропуск кадров, разумеется, небольшой, но есть. За час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi у меня уходит только 3% заряда на 100% яркости. Переходим к тестам. Сколько он выбивает в тротлинге, вы видите, просадки не такие большие, как он работал в Geekbench, тоже все хорошо, а вот 3D Mark показал маленькую устойчивость, притом непонятно
Понятно почему, потому что в основном количестве тестов он показал себя очень даже неплохо. В Antutu выбивал все время плюс-минус 800 тысяч баллов, чего в принципе достаточно для комфортного использования. Storage тест показал не самые лучшие результаты, но с другой стороны у BBK у всех на 45-й минуте происходит какая-то беда со смартфонами, они начинают уставать. То есть больше 45 минут лучше его сильно не грузить в режиме нон-стоп. Это я говорю про игры. Если вы будете просто серфить в интернете, вряд ли это каким-то образом на смартфоне отразится. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из сенсора Sony IMX882 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертурой 1.8 и максимальным разрешением для съемки видео 4К 30 FPS. Далее есть сверхширик сенсор Sony IMX355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2, считайте, как у всех. Угол обзора в 112 градусов. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с апертурой 2.4 и максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Я сравнивал данную модель со смартфоном от Poco. Смартфоны довольно близки по качеству видеосъемки. Разумеется, кто-то в одной локации лучше показывает картинку, в какой-то другой. Отмечу, что у Oppo есть некоторые проблемы со светом. Также по сравнению с Poco у Oppo менее крашеная картинка. В целом короткие примеры в разных условиях и сравнение вы сейчас увидите. Так, 4К 30 FPS, съемка получается Oppo K12 и Poco X6 Pro. Напоминаю, что Poco X6 Pro можно было в какой-то момент времени урвать до 20-ки. Вряд ли это время вернется скоро, но я на это надеюсь. Вот так сможете снимать себя в лифте, и в целом, во всяком случае, разрешение номинально одно и то же. Но это больше номинально. Если говорить же про фронталку, то у Oppo вообще какая-то, мне кажется, беда. 1080p 30 FPS максимальное разрешение. У Poco же разрешение 1080p 60 FPS. И ну я от Oppo ожидал что-то большее, еще учитывая все эти блокировки. Хотя, опять же, на вкус и цвет все фломастеры разные. Возможно, вам понравится картинка больше с оповского смарта. Но по мне там чистой воды пластилин. Ну что, 4К 30 FPS без режима HDR у Poco X6 Pro. Я вам скажу, что он и настраивался дольше. Поэтому он без режима HDR однозначно проигрывает в динамическом диапазоне. Ну, теперь 4К 30 FPS с режимом HDR Poco. И все равно Oppo здесь ушатывает его по полной, мне кажется. Рассвет, если что, 5.40, 5.50. Мне пора спать. Обзор почти доделан на Realme GT6. Ну вот так. Ну и здесь 1080p 60 FPS против 1080p 30 FPS. А насчет ультраширика в HDR он, разумеется, не снимает. И динамический диапазон здесь у фронталки получше, как вы видите, у Poco, по мне. А вот картинка, какая вам больше нравится, это решать, разумеется, как всегда, вам. Еще немного съемки в 4К 30 FPS. И правильно заметили, что это, скорее всего, Nord 4 или Ace 3V, этот Oppo K12. Но опять же, разные бренды, разные наименования. Но в последнее время BBK единственное меня очень сильно расстраивает тем, что у них благополучным образом X10 смартфоны никак не защищены и против X6 от влаги. То есть они у меня тонут все, и это прям большое разочарование. И еще 4К 30 FPS, 4К 30 FPS. А из интересного, сегодня пошли на сейле Poco F6 по 27 и по 37 Poco F6 Pro. Вот. И у меня, мне кажется, утонул Realme GT6. Но он и должен был утонуть. Но обычно IP65 вообще ничего не тонуло у меня, кроме GT. Так, 4К 30 FPS. Надеюсь, что я перекрикиваю музыку, иначе у меня будет бан. Ну что, 4К 30 FPS, ночь и съемка, как всегда, по одной и той же локации. Конь у нас не подсвечен сегодня. Так что у них сегодня бонус. Точнее, он подсвечен, но как-то пока печально. Но, во всяком случае, условия одни. Насколько плохо или хорошо,
вы оценить можете, насколько там что допилили в Poco, по сути ничего, и насколько лучше Oppo. Заметьте, насколько шире угол. То есть у Poco вообще какой-то лютейший кроп. Вот сейчас у Poco HDR одно и то же расстояние, то есть прикиньте, какое фокусное расстояние разное. А я бы это назвал кропом. Ну ладно, все это мелочи жизни. Во всяком случае, вы можете оценить, насколько хорошо или плохо снимает данный смарт. Вот 1080p 30 fps против 1080p 60 fps. И у Oppo какая-то беда с фронталкой, хотя и Poco не назовешь мастером фронталок. Но по работе со светом у Oppo полная Oppo. Во всяком случае, вот с этим светом. Все протерто 33 раза. Одинаково плохо или одинаково хорошо, как говорится. Но вот так сможете себя снимать в движении. Еще и дождь покапывает. Так, 4К 30 FPS на обоих смартах. И мне Oppo выдало, что рекомендуется на этот смартфон снимать при хорошем освещении. Вы посмотрите, какой лютейший кроп вообще. Ну, понятно, это из-за фокусного расстояния, но с другой стороны и картинка поприятнее на том же Poco. Вот они выходные, но low season никого нету. Людей нет, зато работа со светом видна великолепно. И кто кого, здесь, конечно, вопрос риторический, абсолютно риторический. И вот мне что нравится, HDR отключен на Poco, что ты просто переходишь на ультраширик, он меняет разрешение. А здесь, чтобы на Oppo K12 включить ультраширик, нужно поменять разрешение на 1080p 30 fps, и потом ты уже можешь снимать. Разумеется, ночные сравнения это такое себе, особенно для подобного рода камер, но все равно что-то как-то он снимает. Но все те же 1080p 30 fps против 1080p 60 fps, притом плюс в карму товарищу Oppo он врубает подсветку, а вот Poco подсветку не врубает. И насколько хорошо или плохо это, как всегда, решать вам. 4К 30 FPS, съемка с двух рук, и я все равно упорно не понимаю, зачем все эти ночные режимы, если ты просто врубаешь... Вот посмотрите, я не могу понять, неужели Oppo K12 хуже, чем Poco X6 Pro снимает ночью, если по работу со светом. И к чему это все? К тому, что стаба, конечно, у Poco меньше значительно, и HDR у Poco отключен пока. Так мысль моя в чем? В том, что снимает все ночью плохо. Вот теперь Poco в HDR, тоже 4К 30 FPS. Лайк мне поставьте, потому что я вот из тех вот самых крайних зданий еду сюда, чтобы везде сделать одинаковые фотографии. А мысль была про то, что обычные фотографии все равно в режиме ночь включаются. То есть смарт это уже определяют, что ночь или день. И вот ради интереса первый раз не 1080p 60 fps, а 1080p 30 fps на Poco X6 Pro. И вот так вы сможете себя снимать ночью на фоне музыкантов и на фоне ночных огней. Сразу хочу предупредить, что это все равно смартфоны не одинаковые. То есть на основные модули, если посмотреть, вот первое и самое явное, это фотография в лифте. Два основных модуля смартфона, и Poco желтит, у Poco детализация не фонтан. Такое ощущение, что фильтр, но просто-напросто он не справляется. Если с другой стороны посмотреть, допустим, на фотографии фронталки, то здесь уже чуть-чуть другая история. Допустим, на Oppo вот это неудачное фото, но мне не важно, все было протерто, и вот так у меня получилось. С другой стороны, удачное фото у Poco абсолютно бесконечно в шумах, и все равно Poco в этом смысле по мне все-таки выиграла, потому что вот это просто неудачная фотография. И с этими лучами, что вы будете делать потом, это дичь, заниматься чем-то подобным. Если говорить про фото, самое любимое наше коня, то здесь явно видно, что Poco просто не справляется ни с источником освещения, ни с, собственно, конем. И если брать фотовозможности, то в фотовозможностях однозначный лидер по основным модулям у нас Oppo безапелляционно. Опять же, это мое мнение.
Уровень, насколько круче Oppo, конечно, в фотографии явно виден здесь. Это рассвет. Посмотрите на динамический диапазон у Poco и динамический диапазон у Oppo. Притом 26 мм эквивалент, это у нас основа, и 25 мм. Poco рядом смартфон по возможностям фото, конечно, не был. Если смотреть на вот эти фотографии, то здесь та же самая история. Посмотрите работу со светом. Здесь еще стабилизатор, по сути, не отработал у Poco. Все плохо. И такая же история здесь. Пусть даже Oppo и не справился, но так как не справился Poco, уже лучше, как не справился Oppo. Хотя все, как говорится, относительно. Скачивайте исходники, сравнивайте, но безоговорочный лидер здесь однозначно Oppo по мне. 4К 30 FPS, ночная еда. Понятия не имею, как это можно есть. За 2 года я не понял. Но народ берет. Хотя я не стал бы. 4К 30 FPS. X2. X1. Время 5 утра. Мясо. 4К 30 FPS. Яйца. Дошики. Еще дошики. Соль. Консервы. Притом еще и рыбные. Паштеты. И все. Кстати, повышенная стабилизация в 1080p 60 FPS работает. Это прям круто. Хотя идет кроп довольно приличный. Но по мне съемка идет прям вау. Это всякая сладкая химия. Такое ощущение, что на зум снимаешь. Oppo K12 без дополнительного освещения, кофе. А вот теперь 4К 30 FPS. До этого было 1080p 30 FPS. Все, расколбас. 1080p 30 FPS. Oppo упорно пытается врубить улучшалку на фронталку. Это плохо, это мне не нравится, но что есть, как говорится, то есть. И вот так сможете себя снимать. Ну и без всяких сравнений, 4К 30 FPS, Oppo K12. Очень-очень-очень неправильно оценивать видео потому, что ты видишь на экране с одной стороны, с другой стороны все равно первичное ощущение, что здесь довольно плохая стабилизация и все. Остальные ощущения — это мелочи жизни. И давайте-ка максимальный зум какой здесь? X10, кстати. X10. Сверхстаб просто с лютейшим кропом с одной стороны, с другой стороны с подтормаживанием, но в целом отрабатывает он неплохо, не самым худшим образом, скажем так. И вот так сможете снимать, если без сравнений. Так, 4К 30 FPS, съемка в движении так ни в коем случае не делаем, но это для нас традиционная попытка закончить мой YouTube техноканал на ноте из разряда «А что произошло?». Вот, ну, если вы видите эту запись, я думаю, что все хорошо. Во-первых. Во-вторых, так не делаем. В-третьих, в основном я как раз записываю ночью в движении именно здесь. Почему? Потому что, я не знаю, потому что однообразно, единообразно. Здесь есть всегда собаки, есть источники освещения очень противные. Все в движении, довольно динамично. И плюс я еду, разумеется, довольно медленно. Вот так вы сможете снимать с ветром небольшим ночью на этот смартфон 4К 30 FPS. И вот еще для получения качественного видео снимайте при нормальном освещении. Опять он меня предупреждает. Ну и как всегда двухоконный режим, разумеется, есть. Это 1080p 30 FPS. Если бы решили что-то снимать в рестике, то, скорее всего, картинка была бы очень приличной, потому что здесь всегда продуманное освещение и много всяких веселых штук. Плюс ты не будешь дергать камерой, а будешь конкретно снимать всякие маленькие объекты. Ну да, шумов, конечно, много очень на основной камере. И вот так сможете на фронталку себя снимать тоже по фэншую. Такая себе фронталка. Бесценная информация — это съемка нашей ножа и вилки. Ну и ладно.
Много народу приборов на видео снимают. Вообще чего только не снимают. Flat White, 4К 30 FPS. И Watermelon, то есть, проще говоря, арбузный шейк. Будем надеяться, что без сахара. Но будет видно. Тоже 4К 30 FPS. 4К 30 FPS. Еда. Надеюсь, все поели. Ну, видите, для основного количества задач при более-менее потребном освещении камера, в принципе, хватает. X2. Не, шумов много. 4К 30 FPS. Вот это вот дело готовили почти час, кстати. Но выглядит неплохо. И вот такой нехилый кроп 1080p 60 FPS с дополнительной стабилизацией. И, конечно, если вы не смотрите все обзоры, наверное, вы не устали от этих клонов. Но вообще это Nord 4 или Ace 3 II от OnePlus. И, по идее, то же самое, что Oppo K12. На K11 и 11X все-таки обзоры будут, я добью их. Притом, вполне возможно, кстати, сделаю сравнение с K12. Минусы: блокировка, нет 60 FPS для 4К, нет 20 и 7 бенда, нет мини-джека, псевдо-стерео хоть и неплохое, и внешний вид очень даже похож на OnePlus. Точнее, это его, считайте, копия. Брать этот смартфон не стоит. Почему? Потому что нет 7 и 20 бенда, хотя многие мне в комментариях пишут по областям, что вообще не важно. Но все зависит от вашего оператора и все зависит от того, где вы находитесь, как перемещаетесь. Третий бенд есть для 4G, в принципе, этого достаточно. Но рассматривать этот смартфон можно только в одной плоскости и в одной ситуации. На Oppo, как я заметил, у нашего ритейла и у серовозов очень часто бывают скидки. Почему? Потому что их никто не покупает. То есть, если вы каким-то магическим образом в ритейле увидите Oppo K12 когда-то на лютом скидоне, еще и глобальный, можно его рассматривать. Смартфон нереально классный, нереально оптимизированный. Это тот средняк, который бы хотелось до $200 со всеми бендами. Но он свыше $200, и мои хотелки — это другая история. Почему? Потому что здесь у нас и 100 Вт зарядки, и все равно какие-никакие IP54. Он у меня не погиб все-таки после утопления, хотя будем смотреть, что будет дальше. Если говорить по поводу фотовозможностей, фотографий очень приличные, видео такое себе. И, разумеется, среди двух вот этих смартфонов Poco X6 Pro и этим делом я, разумеется, выбрал Poco X6 Pro, потому что это глобалка, и периодически в районе 20 тысяч рублей ее купить можно. А самое главное, у нее выше ликвидность, ты ее сможешь продать. Как продать Oppo, флагман, не флагман, это нереальная морока. Почему Oppo популярна в Азии? Потому что в каждом магазине, даже продуктовом, есть дешевые смартфоны от этого бренда. Они технически неубиваемы. То есть много у меня знакомых, у кого второй или третий телефон именно этого бренда. Это А-серия, но за пределами Китая чаще всего вот супер дешевые, из разряда как Itel в Африке. Если говорить про этот смарт, все тесты, какие только можно, он пережил. Каких-то супер претензий у меня к нему нет, в отличие от GT6, у которого, по идее, должна была бы быть защита от влаги, а ее нет. По идее, должна была бы быть беспроводная зарядка, а ее нет. Металлическая рамка, а ее нет. Здесь все нормально, все так и должно быть. В аппарате за $200 так все и должно быть. Конкурент ли он, повторяюсь, по покафонам? Однозначно нет. Хотя, с другой стороны, тех, кого задолбал этот датчик приближения, по-другому не сказать. Мне кажется, что это лучший вариант, но это до такой степени специфическая штука, что советовать я ее точно не могу. Если вы увидите примерно то же самое, что OnePlus уже это то же самое, что Oppo, но от OnePlus в те же деньги, тот же 3V разблокированный, то однозначно лучше брать OnePlus. Здесь дальше идет магия. Магия в чем? В том, что это дело у меня еще и заблокировалось на звонки. Спор у меня еще идет в своей личной телеге. Я расскажу, сколько мне компенсировал продавец, и после того, как он мне выплатит компенсацию, я его разблокирую. Так же, как я делал с OnePlus Ace 3V, когда мне компенсировал продавец $90 за разблокировку, я потратил $30 на разблок и 60 себе в карман. В итоге я получил Ace 3V, который 12R за $29.
29 тысяч. Это не руководство действию, это рассказ про то, что если вы приобретаете устройство, и оно каким-то образом не отвечает тем требованиям, которым оно должно отвечать, то в основном на крупных площадках вам каким-то образом средства будут возвращать. Это такая длинная история, морока. Для меня это лучше, чем, допустим, когда Vivo X100S у меня утонул. Вот там уже история другая, потому что спор я не успеваю открыть, уже не успел, и сейчас идет переписка с продавцом, а продавцу абсолютно бесконечно все равно, потому что девайс уже куплен, и то, что он должен от чего-то был быть застрахован, его уже не трогает. Так что успеваем проверить все в течение 2 недель после получения, если берете за границей или через маркетплейсы какие-то устройства. Про этот смартфон. Прямые грани, хороший тач, неплохой звук, великолепная вибра относительно какого-нибудь там Realme GT6, и это очень странно. Хороший телефон, даже ветки нет на некоторых сайтах обсуждения его. На К11 была ветка, там вообще 30 страниц за год, это вообще ни о чем. Но кому было интересно, напишите. Еще погоняю Oppo Reno 12 Pro. Кто еще вам об этом расскажет и сравнит, да? Пишите в комментах, чтобы я продолжал покупать китайские странные штуки, потому что рано или поздно они могут оказаться на наших прилавках. И кое-где оказываются, а люди не знают, что это. Девайсу отдельно от стоимости, да, несмотря на блок региона, несмотря на отсутствие бендов, штука интересная, но опять же красная цена ему 20-ник, и желательно вот рядом с домом прийти, купить и уже разблокированный, зная, какие бенды тебе нужны. Выше смысла рассматривать нет, при наличии Poco X6 Pro такая себе история. Подписывайтесь на канал с колоколом, подписывайтесь на телегу скидок, взаимопомощь, нас там уже 18 тысяч человек. Пользуйтесь поиском там. Добра и удачи вам, дорогие друзья!